Всем привет! В этом видео речь пойдет о сменных ножах для фронтального ковша экскаватора-погрузчика. Да, в общем-то и для любого погрузчика. Покажу способ восстановления изношенного ножа. А также расскажу, какие ошибки можно допустить при приобретении нового ножа, при эксплуатации и при восстановлении. Большую часть из них я допустил сам и хочу поделиться с вами этой информацией, дабы сэкономить вам время и деньги. Начнем с того, что 3 года назад встал вопрос о приобретении ножа для фронтального ковша на экскаватор-погрузчик. Так как в зимнее время производили уборку снега на объектах с завышенными требованиями по качеству. Требования заключались в том, что территория должна быть зачищена от снега до асфальта. При этом ни в коем случае нельзя было повредить покрытие. Поэтому просто почистить снег ковшом с зубьями не прокатит. Связавшись с несколькими поставщиками ножей и выяснив расценки, мы совершили заказ. Естественно, вопрос экономии стоял на первом месте. Заказали нож под крепление одним рядом болтов. Заявленный металл ножа Hardex. Толщина полотна 20 мм. Нож двухсторонний, с фасками на обеих сторонах. Ширина ножа около 20 см. Установив данный нож и поработав с ним, я выявил первые минусы. Из-за большой толщины ножа загребаемый снег, особенно пушистый, упирался в фаску, стремился по сторонам, а вот в ковш попадал неохотно. Поэтому после прохода по сторонам образовывались небольшие валы. Из-за этого приходилось много раз проходить по одному месту, чтобы добиться идеально чистого результата. Имеется, конечно, и плюс у данного ножа. Он крепкий, и столкновение с люком с легкостью выдержит. В процессе эксплуатации ножа я всегда старался соблюдать правильный и одинаковый наклон ковша, чтобы нож имел острую кромку. Но когда требования заказчика заключались в удалении льда с асфальта, приходилось увеличивать наклон ковша, иначе нож скользил по льду. Таким образом, к концу первого зимнего сезона одна сторона ножа имела износ в виде лыжи нижней части. И каждый раз нужно было увеличивать наклон ковша, иначе нож не согребал снег, а приглаживал. В начале второго зимнего сезона я использовал вторую сторону ножа. Хватило также до весны. В итоге, после 2 зимних сезонов нож превратился в горбыль. На обеих режущих кромках появилось закругление в виде лыжи. Зная это, мы еще год чего-то ждали. Наверное, того, что нож восстановится сам. Это, конечно, сарказм. Самый простой и лучший вариант в данной ситуации – это купить новый нож и не заморачиваться. Но это было бы слишком просто. Когда начался первый снег, решили что-то делать с ножом. Была задумка отфрезеровать нижнюю часть ножа, но в нашем городе такого оборудования не нашлось. Рассматривались варианты по наплавке, но это тоже так себе вариант. В итоге, когда уже навалило сугробы и появились заказы по уборке снега, я обзвонил поставщиков ножей. Естественно, в наличии ни у кого не оказалось. А заказов на изготовление было много. Я применил вариант, который оставлял на крайний случай. Так как нож достаточно узкий, он выступает из-под ковша всего лишь сантиметров 5. Поэтому срезать лыжу полностью не получилось бы. К тому же режущая кромка стала бы тупой. Я пошел немного по другому пути.
Вдоль ковша прорезал нож практически до конца. Отогнул кромку вниз. Металл очень упругий, поэтому и пилится, и отгибается тяжело. После чего из самой глубины реза проварил пунктирно. Таким образом получилось исправить лыжу. Так как данную процедуру я выполнял второпях, допустил несколько грубых ошибок. Во-первых, производил сварку без предварительного прогрева ножа. Во-вторых, нужно было усилить конструкцию косынками сверху. В-третьих, хороших электродов не хватило. А так как была уже ночь, приобрести еще электроды не получилось. Поэтому пришлось варить теми электродами, что удалось найти в запасах. А это то еще Г. В результате получился работоспособный нож. Испытания показали, что это вполне рабочий вариант. Нож стал острым, при этом сам затачивался. И все бы ничего. Но в один прекрасный день при работе на объекте с плохим дорожным покрытием, где часто нож ударялся о всякие выбоины, в итоге приваренная часть ножа отломилась и осталась где-то в сугробе. И получился нож с тупой кромкой. Он, конечно, чистил снег, но уже не так хорошо. Теперь его нужно только менять. Так как же избежать всех этих неприятностей? Сейчас расскажу. На другой экскаватор-погрузчик мы приобрели нож с креплением под 2 ряда болтов. Он имеет ширину около 35 см, толщина 10 мм, двухсторонний с более плавными фасками. За счет плавной фаски и небольшой толщины нож сам затачивается лучше. Мелкий снег не упирается в фаску и не расходится по сторонам. А за счет того, что нож имеет большую ширину, тем самым и выпуск из-под ковша, его можно восстанавливать по мере износа, путем отрезания кромки под углом. Таким образом, такой нож может прослужить как минимум 4 зимних сезона. А если заморочиться с исправлением лыжи, то и все 6 сезонов. Надеюсь, эта информация окажется для кого-то полезной. Лично я, если бы услышал где-то эту информацию раньше, избежал бы многих сложностей. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. В комментариях напишите, как у вас обстоят дела с данным вопросом. Всем добра, пока.